мы идем в музей. Мы увидели еще один вид гадания. Вагон за доплату. И мы вот приехали в такой район. Вот мы открываем. Мы пришли куда-то за 40 баксов. Мы приехали в Team Lab Planis. Старых уже кимоно, новые вещи. Мы пришли есть экономияки. Смотрите, какую штуку мы нашли. Приехали наши суши. Раскроем тему ночной жизни. С утвержденным оздоровительным эффектом. Может делать фруктовые смузи. Мы их видели буквально везде. Хей, у нас новый день. Мы идем в музей. Токийский национальный музей. Мы уже купили билеты. Стоит 1000. Тут у нас прикольно, что разные рисунки на разных билетах. Не знаю почему, просто так. Мы зашли, тут сразу карта. Плюс есть бесплатный Wi-Fi. QR-код с карты, QR-код с приложением. Я скачала приложение, тут тоже вот как бы можно прямо на карте искать, где ты ходишь, тут прям вот будут комнаты и этажи, и все расписано. Это вот азиатские здания, вот это вот японское, ну там будет японская экспозиция, и вот там вот еще одно виднеется. Это вообще их намного больше, после некоторые спят, но там еще сад будет сзади. Мы увидели еще один вид гадания. Вот он. Но тут нет кубиков, то есть нужны такие вот кубики, вот в таких вот видах. На самом деле это кость овцы какая-то. Да, нужно их кидать и потом смотреть там, если у тебя, например, вот если вот в таком виде будет, то значит это лошадь, если в таком, то значит верблюд. И потом вот поэтому смотреть, там, если у тебя 4 верблюда, например, все твои мечты осуществлятся. Ну, прикольно, такого гадания я еще не видела. Тут написано, что если люди думали, что то, что им снится, это их души переживает, гадание заключается в том, что нужно подойти там и выбрать, что тебе снится, и перевернуть. Да, там будет написано, что, например, если вам снится, что вы летаете, Вы получите назад то, что потеряли. вот так вот. Снится, что вы зашли в комнату в мокрой одежде, начнется война. Вот это предсказание, конечно. Уж такого не снить. Тут написано, если вы эти гадания были не очень для вас, то можно поставить печать. Тут разные печати есть. Ну, куда-то печаток есть. Ну да. Кстати, такие стекла чистые, что даже иногда задумаешься, если оно вообще, ну, как бы блики, может быть, какие-то вот есть сверху. Забавная еще штука есть в том приложении. Можно вот выбрать и... Это интерактивный контент. Да. Вот, ты нажимаешь такой. Короче, она звонит. Вышли мы из азиатской части. Что там есть? Ну, там больше всего, конечно, про Китай. Первый там, наверное, первые этажи. Китай и Индию, да. Китай и Индию. Много всякого разного, и даже есть немножко египетского. Это, я так поняла, привезли с Египта, когда... Экспедиции какие-то Да, типа были. когда были экспедиции. Там вплоть до Месопотамии, вот это вот Ирана, то есть и немножко Египта даже зацепили. Ну, я так поняла, что все равно просто как они туда ездили, что-то подружились в какой-то момент и обменивались, и вот они им подарили в этот музей некоторые... Свои искусства. Да. Что хочу сказать, что в целом нам, наверное, не очень понравилось, потому что тут много всяких там каких-то кувшинов и прочего. Тоже есть залы, где всякие ложки какие-то, там тарелки, это вот все, это такое ходишь, смотришь, типа, ну, прикольно, но... Да, было только пару экспонатов, которые прям меня впечатлили. А остальное такое, да, все кувшины, китайские кувшины. Там были еще всякие фигурки, которые там при погребении закапывались. И теперь мы знаем, например, что там во втором тысячелетии нашей эры были петухи. Да, петухи, свинки там, короче, ну, как обычно, то есть, чтобы понять, как жили люди раньше, вот с помощью вот этих всех статуй, картин. А еще забавно, что там были кувшины, которые вообще там написано, по-моему, от 7 до 3,5 тысяч лет до нашей эры. Да, не знаю, не верится. Там написано было, что просто там ее прожигали, поэтому краска сохранилась. Нет, да. А мы сейчас, короче, решили немножко по улице прогуляться. И вот идем тут по парку. Тут вот небольшая пагодка была. В этой зоне, которая на улице находится, много разных зданий. То есть это либо какие-то чайные комнаты, чайные дома, либо дома для отдыха. То есть здесь, например, чайный домик, который был построен мастером Эншука Бори. И вот это было в Киото в 1624 году примерно. Потом его сюда перевезли.
Оно было пожертвовано в 1963 или что-то такое. А это чайный домик из Нары. В Наре мы были. Смотрите, какое необычное кафе. В одной из этих отпочивален, которые есть на карте, типа чайных домиков, вот реально подают еду, и там сидишь и что-то кушаешь, пьешь. А еще тут есть такой большой дом в традиционном стиле. Там даже свет горит, и видны эти вот спальные места. Но внутрь нельзя пройти. Еще пахнет так древесиной, хотя вроде как не новая. Это вообще от 11-го тысячелетия до нашей эры с вулканических таких камней. Потом вот дальше, дальше и дальше. Далее с 6 по 8 век уже начал проникать буддизм, а также здесь буддистские всякие символы. То есть вот тут, например, японские какие-то старые боги. Тут, например, рассказывается, что в 6 веке уже начали делать какие-то орнаменты на седле, например, у лошади. И в принципе, то есть вот по таким вот скульптурам можно было понять, что менялось и как менялось. Там, может, где-то какие-то иностранные штуки привозились уже сюда, потому что они отражались вот на скульптурах этих. А здесь представлены могилы. То есть они делали их в разных видах из терракоты, вроде как. Тут еще есть такая прикольная интерактивность, можно потрогать монету. Написана вот стоимость вот такая вот. Здесь еще и мелкие, они по 80. Похожи на сейчас те, которые 50 и 5. Тоже с такой дырочкой. С тех времен. Треугольники. Мы еще нашли место, где можно уже физическую такую открыточку делать. Да, то есть берешь вот карточку этого двух человека и потом... Ой, что-то за не давится. О, продавилась. Вот такая открыточка у меня получилась. Странная. А еще тут есть такая 3D-модель. Можно и колесиком, как на УЗИ, двигать. Все сторон смотреть. Еще тут всякие разные другие интерактивности есть. Вот это. Можно выбрать, прочитать. А еще тут вот за 15:30 можно мерить маску. Окей. Вот так вот Настя примеряет. Театр как неотъемлемая часть культуры в Японии и везде тоже была. И здесь можно видеть то, что эти маски, на самом деле здесь маски животных использовались. И вот таким образом можно посмотреть, можно, так сказать, представить, как люди туда представляли себе животных. Мне очень нравится, как расписывается японская и керамика, и рисунки у них такие яркие, пестрые. И рисунки у них иногда странноватые, а иногда такие прям нежные, красивые. Вот как эти, например, тарелка. Такие красивые расписные стулья и шкатулки. Вообще мне здесь, конечно, нравится, но тут людей много. Ну, в археологическом, мне кажется, было скучновато. В азиатском тоже, а здесь очень много таких красивых разных вещей. Тут реально, если про каждую читать, наверное, может зависнуть. Но даже если просто посмотреть, все равно приятно, красиво, интересно. Ого, какая большая. Ой, красота. Смотрите, какой центральный зал. Ну, да. Кстати, лестницы в музеях — это всегда отдельный вид искусства. А еще тут есть этот автомат с игрушками. Тут значки, короче, выдают, да. А такие вот значки можно получить. Жесть. Насколько популярная тема это в Японии, что даже в музее поставили. Немногим из нас понравилась матча, но тем не менее это очень популярно здесь. И вот в таких мешочках в 17 веке их переносили. А это зал самураев. Вот тут сразу на входе доспехи. Но тут, конечно же, сами мечи и держатели для них. И разные виды мечей. Смотрите, какое красивое кимоно. 19 век. Прям узоры вышиты вручную. Очень красиво.
написано, что тарелки эти 17 века. Я думал, сейчас проверю, либо они должны быть с какими-то отличиями, либо это все неправда. Но, короче, написано, что они делались, чтобы убедиться, что реально будет очень достоверная копия друг друга, использовалась бумага, типа как трафарет. И поэтому, в принципе, они должны быть неотличимые на глаз. Ой, я немножко вижу отличия. Хотя и handmade. Да, здесь отличия. Закончили мы наш осмотр. Вот это вот здание еще, оно не посещено, но оно закрыто. Я посмотрела по карте. Что я могу сказать? Мое мнение. В принципе, мне вот эта центральная часть понравилась. То есть там интересно, там ярко, там много чего можно почитать, посмотреть. Но так как мы ее пошли, почему-то ставили на самый конец, то у нас осталось очень мало времени на это, нам уже нужно убегать. И мы почему-то вот эту китайскую часть, азиатскую читали, хотя там как бы можно туда вообще не идти, потому что в Китае съездите, посмотрите. Читали про археологию тоже, хотя тоже как бы там не особо интересно, там просто какие-то раскопки, ну как бы не то чтобы вау. Короче, надо сразу идти в центральную. Она называется центральная. И, ну, сады тоже, на самом деле, классные, мне понравилось, там такие домики, тоже хотела бы на них больше времени. Короче, да, за один день, как обычно, очень тяжело все пройти, слишком много всего. Сели в двухэтажный вагон. Оказалось, что это вагон за доп-плату. Вот тут такие штучки. Написано, что нужно оплатить, и у нас над нами висит красное, что у нас не оплачено. Сейчас будем пересаживаться. Идем искать бесплатный вагон. Ну, в смысле, обычный. Да, это просто какой-то повышенный класс. Мы спускаемся. Здесь тоже какие-то тарифы висят, мы их сначала не заметили. То же самое. Тут тоже платное. Да, надо в другой вагон идти. Видишь, какой-то грин-кар. Значит, это вагон, походу, за доплату. Тут, кстати, туалеты есть. И все вагоны платные. Мы идем, все вагоны платные. Мы нашли бесплатный вагон. Друзей тут много. Это вот обычный вагон, а это крутой. А, вот там есть отметочка Green Car. Вот, и это вот 4-й и 5-й вагоны сказали, только что объявили, что они зеленые, то есть за доплату. Там какая-то женщина стоит, наверное, проверять сейчас будет. Еще одну смотровую? Бесплатную. И мы вот приехали в такой район с просто громадными домами. И сейчас будем подниматься на один из них. В принципе, такой какой-то либо бизнес, либо жилой, но очень высокие дома везде. Прикольно. Еле нашли, куда идти. Вот мы спустились вниз, тут дома эти еще больше, кажется. И вот нужно заходить вот сюда. Написано Sky ресторан. И тут сейчас будет лифт, по идее. Вот мы смотровая. Даже сесть не обязательно. Некоторые несколько мест занимали, здесь сидят. Но вообще вид тут классно, особенно на закате. Может быть, из-за того, что закат, то как бы очень востребованное место. Мы приехали в Team Lab Planis. Нам сказали, что Planis самый лучший. Мы забронировали время с 7 до 7:30 вход. Стали очередь где-то в 6:45, и вот мы почти первые в очереди. Сейчас будем как раз в 7 часов, будем заходить, сканируем QR-код. Мы пришли куда-то за 40 баксов и сдали свою обувь. Ого!
Нас завели в комнату с мягкими стенами. И мягкими полами, да. Еще здесь почти везде темно. Ну вот мы зашли в какую-то прикольную зону такую. Тут все светится, люди гуляют. Главное не потеряться нигде. Тут А еще в приложении можно выбирать, какое следующее будет. То есть, например, вот это выбираем, запускаем. Вот, переливы какие-то голубенькие. Ой, это в глазах рябит. Оно еще и высоко так. А, они сверху еще висят, я просто не замечала. Они там прям далеко-далеко. тут везде зеркала, получается. Да, везде зеркала, везде все блестит. Везде написано не трогать, но люди все равно трогают. Не, ну просто они не всегда замечают, что что-то брызгается вода. Да, вода. Опа. Все видно и все в шариках. Но их тоже нельзя трогать. Не трогать, наверное, можно, но нельзя пихать. Да, нельзя пихать, толкать, залазить на них. Мы прошли весь круг, вышли к нашим ящикам и испугались, потому что подумали, что это все. Но оказалось, что мы зашли только в первую зону water, и вот мы из нее вышли, и сейчас зашли в следующую зону лес. Мы снова забрали все вещи, принесли их сюда, ну, обулись там, забрали все вещи, принесли их сюда. Здесь все снова положили в локеры. Еще сказали, что если у кого-то на каблуках или толстые подошвы, то поменять, ну, типа, можно взять чешки. Я решила взять такие чешки. Мы зашли в какой-то лес, и здесь вот лес, типа деревья, ходят животные, но, не знаю, странно, какие-то зеркала. Снизу пол какой-то, короче, ну... Может, детям было бы и прикольно, но такое. Ну, тут такие красивенькие. Все вертится. Есть такая активность с тыкой. Детям нравится. А еще мы полазили вот здесь. Ступеньки, по ним надо ходить. Как красиво, но даже интересно, что там... А, просто экран, наверное. Я бы попробовала упасть. Как будто бы настоящая вода. Можешь попробовать. Ну что? Ну прикольно, но я чувствовала, что сейчас упаду. Они такие мягкие, шатаются. А у меня, кстати, вот эти, которые маленькие, они были не мягкие. Да, а у меня вот, видимо, есть отличие еще по какому пути идти. Прикольно. Вот это похож на лес. Получается, что мы когда подходим, так, оп, и ничего. Ну, короче, они должны подниматься, когда мы подходим. Ну, они на самом деле капец медленные. Ты пока подойдешь, они пока поднимутся. И они начинают подниматься, когда этого опускались. Прикольно. Куда еще сходить? Вот сюда иду. Не видно, на самом деле, на видео, потому что... О, поднимаются. Причем ты когда идешь, вот здесь, смотри, они опускаются, давай попробуй сюда. Начали подниматься. Магия! И чтобы вообще выйти, потому что оно очень медленно поднимается. О, здесь уже поднялось. Все стоят, ждут. Мы еще дорогу делаем людям. Итак, впечатление от посещения данного заведения. Мне понравилась первая зона с водой. Она была интересная, коротковата. То есть мы когда вышли, мы испугались, что это конец.
Потом был лес, он был довольно-таки яркий, но скорее детский. То есть там было много всякого разного, но оно скорее ориентировано на детей. То есть там где-то пробежаться, где-то там походить, где-то съехать с горки, которая вообще прям очень детская. И такие вот, короче, развлечения, там что-то порисовать. Там в одной вообще не пустили, сказали, только для маленьких детей. Да, до 12 лет. А третье было, это сад, вроде он назывался. И там прям, ну, прикольно, там растения, они поднимаются, когда ты там между ними идешь и опускаются потом. И там прям лабиринт, мы там выбирались, это прикольно, но тоже, это, ну, буквально там были, наверное, минут 5-10. Короче, детям зайдет, Но но... взрослым, наверное, такие были ощущения, что все органы чуть задействованы, все задействовано. За столько денег я ждала больше, честно говоря. И это еще лучшее их место. Ну, короче, я не жалею, что сходила. Это интересно было. Да, посмотрели? Да, посмотрели, Гуляли. но в другую бы я не ходила больше. Плохая реклама какая-то получилась. Да, впечатления, ну, типа, какие-то получила, но просто у меня были завышенные ожидания. Да. Да, возможно, если заранее забронировать и заплатить меньше, возможно, ну, не знаю, просто первая зона была хорошая, а потом уже и третья, сады эти. А вот вторая, я просто зашел, смотрю, какие-то экраны, что-то плоские, там бегают какие-то животные. Да, и такой, лагает там немножечко. что это такое? Посидеть негде, ноги болят. Но если по существу, то да, первая зона была самая лучшая, потому что там действительно все задействовано, то есть там и кожа, ты босиком там ходишь, и водичка, и ветер, то есть все прикольно. Но то, что идет потом, оно, ну, извините, не стоит своих денег, действительно для детей, ты там устаешь, очереди, и, ну, непонятно, зачем эти очереди. В общем, третья зона там вообще просто одна комната, орхидеи, да, красиво, но, блин, это всего лишь одна комната, да, это быстро, там поток людей, и, в общем, как будто бы не успеваешь насладиться. Вот, поэтому второй раз я бы не пошла, но да, я не пожалела, что сходила, но опять-таки не за такие бабки. И посидеть негде, добавлю еще раз. Прикольно. Показываю. Просто вот телефон несу. 593. А ты заплатила за это? Нет. Что-то установила. Мы научились пользоваться телефоном. Да. Можно И было вот покупать карту. пишет теперь, текущий баланс составляет столько-то. Да, можно было покупать карту с телефоном. У него просто карточка под телефон. Так, теперь смотрите, как это работает. Я прикладываю. Списалось, поехал. Подготовка к Новому году идет в полном разгаре. А сегодня нам встретился такой магазин необычный. Он делает старых уже кимоно, которые не актуальны, новые вещи. Например, майки, кошельки, там, сумки, чего там только нет. Цены там, конечно, впечатляющие, поэтому ничего брать не будем, но как идея, конечно, интересно. Мы тут такую штуку заметили, что здесь ездят на этих повозках, также катают людей, как и в Киото. Но только в Киото, конечно, было прикольно, а здесь, ну вот, они типа бегут, да. Но по факту, типа, все равно ты стоишь в пробках этих всех, и все. То есть в чем смысл? Тем более здесь такие большие здания все эти, то есть как-то вообще не та атмосфера. Мы пришли есть акономияки. Это такое японское блюдо, похожее на какой-то непонятный блин. Драник. Драник, да, мне напоминает. Вот моя менюшка. Тут вот есть порк за 1000, seafood за 1700 и биф за 1600. Мы заказали биф и seafood. Сейчас будем пробовать. Не знаю. Да, короче, идея в том, что здесь жарить будет его прямо вот на этой доске, на горячее, здесь очень тепло. Прям при нас. Нам принесли, вот уже сейчас будет жарить. Тут как будто бы реально вот говядина и капуста. Тут еще яйцо, кстати. А тут, наверное, тоже есть яйцо, просто не видно. А вот тут креветки мои. Thank you. Нам выдали такие фартушки, потому что будет стрелять маслом. Разогреваем. Сначала пошел сифуд, морская еда. Вот там 4 креветки, где-то кальмары, наверное. Осьминоги я там вижу. Пахнет капустой.
поставили таймер на 3,5 минуты. Наверное, потом перевернут. Ну, есть у меня, короче, ощущение, что, ну, конечно, ресторан это хорошо, но я часто видел то, что это блюдо, оно представляется как стритфудное, то есть его жарят и на улице где-то, поэтому, ну, теоретически можно попробовать просто где-нибудь так, по дороге какой-нибудь достопримечательности. Блин. Счет 5 минут. Погнали. Продолжение. Да, время прошло, сказали подождать. Это майонез. Кайф. А что дальше? Ой, это что за соус? О, это соус, походу, как типа терияки, что-то такое будет. Откуда тут ветер? С улицы? Окей. Все, сказали, можно есть. Как это есть теперь? Как, берешь вот этой штукой, ломаешь. О, привет, ты сразу попалась. Можно дожарить все, если тебе не нравится. Пусть дожаривается. И что потом? Ну, потом в рот кладешь. Ну, мне понравилось, наверное, прикольно, необычно. Сверху эта шапка, она такая прям соленая, перченая, а внутри просто капуста такая обычная. Да, вот даже тут видно, что вот капуста и креветки торчат. Креветки как будто немножко, ну, не, вроде это пожаренное, но не знаю. Там еще у меня другие морепродукты тоже были. Вот. А тебе как, Дима? Мне, не знаю, странно, да. Очень соленовато как-то. Я лучше перченое буду есть, чем соленое. Ну, да. Вот. Но, в принципе, нормально. Пойдет. Мне нравится, хоть тут ингредиенты не самые мои любимые. Я капусту не очень люблю. Но я бы лучше это заказал, чем идти в какое-то неизвестное заведение, коих тут много очень. Я лучше бы сюда зашел и поел еще раз. Да. Лучше, чем суши. Смотрите, какую штуку мы нашли. Она закрыта сейчас, поэтому внутри мы, к сожалению, снять не можем, но мы снимем программку. Тут есть монитор, комфортное сиденье, кондей, можно проводить встречи, там звукоизоляция, можно контролировать воздух, розетки, Wi-Fi. И стоит, вот она по всему Токио, видите эти точки, написано сколько всего, стоит 330 за 15 минут. Я бы не сказал, что это всего, но если вдруг вы в дороге и нужно вы бизнесмен, и вы... какую-то встречу провести, то, наверное... Та-дам! Сегодня у нас последний уже вечер в Токио, в Японии, и мы пришли в любимое наше заведение в Суширо. За все эти 2 недели Суширо так и ничего не перебило, честно говоря, потому что тут реально очень дешевые вкусные суши. Мы ходили в похожие рестораны, но ничего не переплюнула. А еще знаете, что я хотела сказать? Я когда ела все время в Минске суши, мне все время, иногда не с майонезом, мне все время говорили, что ты думаешь, японцы едят с майонезом? Фу, суши с майонезом. Вот, японцы едят суши с майонезом и вполне себе любят суши с майонезом. И не только суши. Майонез вполне себе признают. В общем, да, у нас последний вечер, будем наедаться, потому что по Суширо я точно буду скучать. Такие вкусные суши мало где ели. Мы решили попробовать еще одно место для суши. Это второе за сегодняшний вечер. Да. Мы поели в одном месте, пришли во второе. Мы решили, что надо попробовать что-нибудь такое более локальное, более такое японское, а не сетевое. Но это тоже как-то какое-то такое, либо слишком чистое просто. Да, очень красивенькое такое. Да. И тут прямо при нас готовят. Очень эмоциональный японец. И мы это чуть предложение заказали. Вот из предложения. И нам как бы тоже заказали, типа сидим, ждем. Все. Вот приехали наши суши. Все, мы теперь попробовали уже по одной. И мне больше понравилось здесь. И больше они как-то выглядят здесь. Ну да, как бы они вкуснее, но не скажу, что прям сильно вкуснее. То есть, по факту,
Ну, если мне положили там и те суши, я бы не определила, где какие. Но они как будто бы больше, да, то есть больше креветки. Но все равно по вкусу... Ну, то, что рис более теплый, наверное, это прикольно. А еще нам сразу спросили, нормально ли васаби, и туда внутрь добавили. Я не чувствую васаби. А я почувствовал. Возможно, мне не добавили. Я тоже сказала, ох. Ну, повар, конечно, классно. Он так быстро руками двигает, там все делает. Такой на веселе, на энергичный. позитиве. Вообще просто приятно было встретить, как человек работает. Да. Мне понравилось это место. Прям реально классное. Можно рекомендовать, да. Раскроем тему ночной жизни. В Токио много всяких разных заведений, и мы сейчас в одном из них. Это очень необычное. Тут заведение, как вы поняли, в стиле церкви. Вон там девочки стоят, они в костюме монашек. И это такое прям заведение. Должен быть пастор-диджеем, но пока другой парень настраивается, может, он переоденется, еще что-то посмотрим. Вход, кстати, стоил 1000, но в него включен коктейль, ну, и типа, все, в принципе, весь алкоголь по 1000 где-то. Короче, мы пошли в другой клуб попробовать. Тут бесплатно девочкам, платно мальчикам, 1200, но алкоголь весь бесплатный. Да. Заходишь, слева еда бесплатно. А вон там вот дискотека, и там людей, там толпа очень большая. В Японии мы нашли вот такую вот колу. Ее изобрели в Японии специально для японцев. Да, это, короче, продукт с утвержденным оздоровительным эффектом. Там, рекомендуют одну бутылку раз в день с едой выпивать, чтобы все было классненько у вас. Честно говоря, мы ее уже пробовали, не эту, другую, и она очень вкусная. В общем, я не люблю колу без калорий. У меня такой вкус есть неприятный специфический, а тут такого вкуса нет, как в коле без калорий, и она реально вкусная. Ну, изобрели ее именно японцы, потому что в Японии популярно здоровое питание, популярно... Да, там есть даже целые лавки. Ну, то есть есть в холодильнике отдельные полки, где там, типа, здоровая продукция. А еще есть прикол, что в Японии распространена такая штука, что везде указывается процент содержания сока. То есть, например, если сок 95% и больше, тогда только можно изображение сока. Если сок меньше 95%, то можно только там какой-то рисуночек рисовать. И везде обязательно писать это содержание процентных сока. А если там меньше 5, то там можно только какое-то анимированное изображение, то есть фотографию нельзя, и это строго следится законом. А когда картинка виноградика, это считается сколько? Ну вот это либо от 5 до 95, а если там виноградик почти непонятно, что это виноградик, то это, скорее всего, меньше 5. Кстати, в 7-Eleven еще есть такая штука, можно сделать фруктовые смузи. Вот мы... Есть разные вкусы. Да, стоит где-то 330, 300. Вы спросите, что за смузи? Тут же фрукты, а мы сейчас покажем, как его делать. Вот эта машина. Эти машины, кстати, есть не во всех 7-Eleven, но вот мы нашли 7-Eleven, в котором есть. Тут даже вот написано и здесь, и видео еще для тупых. Мы все поняли. Сканируем. Оп. Теперь снимаем. Сняли. Открываем. Ставим. И кнопка старт должна быть. Ок. Да, мы сняли. Что там заливается? Водичка. А интересно, он будет теплый или холодный? Наверное, холодный, раз в холодильнике стоял. Думаю. 70 секунд написано ждать. Опа, готов. Спасибо этому автомату. А еще здесь есть, вот можно делать с кофе, ну как бы теплый, понятно. У нас тоже такое уже ставят везде. Можно делать сразу и холодный даже. Ну, слушайте, вкусненько. Как такой банан, не очень сладкий, ну, обычный банан, перемолотый, да. Как будто бы с молоком еще, не знаю, у меня такой вкус. Возможно. Ну да, нормально, не прям сладко. Но мне понравилось вкусно, я бы такое пила. Это много разных вкусов, там есть еще пробовать, не перепробовать. Есть даже какой-то грин, то есть там, я так понял, какая-то морковка и что-то такое. Там даже стик калорий написано, 130 калорий в таком стакане. Видимо, чтобы вот, ПП, японцы молодцы. Что еще хочешь сказать про 7-Eleven? Во-первых, тут на входе есть
такие вот всякие журналы, газеты, но я нигде не видела судоку, японские рисунки. Вот 2 недели прошло, и за 2 недели я ничего их никак и не нашла. Мне очень жаль. Вообще, мне очень понравились эти мелкие магазинчики. Классные возле дома, там их очень много. Да, Есть и еда, и какие-то продукты базовые, минимум. да, классные магазинчики. Вообще, их намного больше, чем в супермаркете. В супермаркете вообще пару штук только видели. Ну так, их редко встречаются. А вот такие магазинчики лайк. Кстати, в Японии очень популярны такие автоматы, называются капсульные. Мы их видели буквально везде. И на улицах, то есть ты просто идешь по улице, этот автомат стоит. Возле магазинчиков часто, а в торговых центрах прям вот целые большие полки, где их очень-очень много. Прям ряды с этими автоматами. Игрушечки, которые можно выиграть. Тут может быть всякие такие какие-то персонажи, может быть вот цепочки, брелки. Мы даже косметику видели. И вот как это работает. Кидаешь монетки, крутишь, и оно выпадает. Сейчас попробуем. Цена у них у некоторых 300, у некоторых 400. Мы еще видели и по 500, и по 600, смотря где. Вообще мы даже на Сибуе видели большую такую станцию, там где было этажей, наверное, 5 этих автоматов. А я хочу попробовать сейчас вот это вот вытянуть. Суши классные. Так, засыпаем монеты. Опа, что-то выпало. Та-дам. Ой, это походу магнит. А, это цепочка. А я думаю, это игрушка будет. Распаковка. Что не получается? О, могла. Короче, вот такой вот. Сушинка такая. В Японии очень популярны киткаты. Есть множество разных вкусов. То есть, если они даже делают некоторые только в конкретных каких-то регионах, и в других их не найти никак. Есть разные подарочные упаковки, там в виде горы Фуди, например. А популярен киткат в Японии, потому что есть фраза какая-то, которая созвучна с киткат. И эта фраза означает, что ты выиграешь, ты победишь. Поэтому часто их дарят перед экзаменами, например. Как у нас шоколадку, так у них вот киткат. Не просто, чтобы полезно было для умственной активности, но и потому что это на удачу. Мы тут такую штуку нашли, короче. Роботы какие-то. И он за тобой ходит там, ему что-то надо махать. Вот, они тут много их. Как-то, короче, взаимодействие с ними ловот называется. Они как пылесосы, только вот такие. Вот он вышел туда ко мне прям. Уже едем по трапу, сейчас будем взлетать. Там можно видеть кораблик, который с нами вместе едет. Наше путешествие подошло к концу. Мы еще 2 локации не успели посетить в Пекине. Это сады. И около Императорского дворца. Да, сады Императорского дворца. И мы хотели на них вернуться, но мы там по времени не успели. Девочки туда ходили, сказали, что там Нечего просто смотреть. сады, да, нечего смотреть, ничего такого, просто зелень и все, то есть обычный сад. Еще не успели съездить к Статуе Свободы. Там уже тоже девочки ездили, сказали, что там классно, можно ехать, красиво, все такое, но мы по времени уже не успели. Так, Статую Свободы посмотрим уже, видимо, не в Токио. Да, еще мы хотели посетить ансен, но тоже, короче, оказывается, что ансен — это как источники из теплые. Эти ансены делают там, где есть эти источники, а в Токио как бы как таковых их нету. То есть можно, конечно, продолбить где угодно, но обычно это в каких-то деревнях прям делают, где они есть. Да, то есть надо было ехать из Токио, мы решили Японию, я такой примерно себе представляла. Скажем так, не было завышенных ожиданий, и заниженных не было, поэтому как оно представлялось, так оно и, в принципе, и получилось. Да. Я после Вьетнама переела фубо и не могла уже есть фубо. Я надеялась, что я тут переем суши, но я не переела. Они все еще любят суши, и я буду скучать по японским суши, буду скучать по японским туалетам. Теплым. Теплым, да. Классно. Все. Всем спасибо. Пока. Кстати, если вы летите с Токио, нужно садиться слева, потому что видно Фудзи. Вон там.
Правда, нам с крыло немножко закрывает, и она уже наконец-таки приближается и выходит из крыла. Только кончик, конечно, потому что, видимо, она сегодня под облаками. Но мы как раз над облаками и ее видим.